Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно интерьеров кораблей, да? И как бы небольшая предыстория, год назад примерно на стриме по Одиссее, она тогда только вышла, там может пару месяцев прошло, пролез внутрь корабля каким-то волшебным образом, вроде когда пытался запустить ТРП в космос. Все это дело увидел, ну и забил в принципе. И примерно 3-4 дня назад кое-что начало происходить с Анакондой, что очень странно выглядело. И я такой, а почему бы мне снова не посмотреть и не проверить это дело? Проверил это на стриме, когда нас было так не так уж и много людей, потому что было глубокой ночью. И ребята сказали, чтобы я сделал видео по этому поводу. Так вот, видос по поводу интерьеров кораблей. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Перед вами, собственно, Анаконда. Начнем с нее. Что с ней произошло? Насколько вы знаете, у Анаконды есть остекление в нижней части, прямо, ну, собственно, в носу корабля. И оно было матовое, застекленное, ничего видно, собственно, не было. Вот если есть скрин, то найду и поставлю его сюда. Если нет, то уж извините. Теперь, я не знаю, как давно это произошло, но все поменялось. Если приблизиться, вы увидите, что там находится какой-то большой серый квадрат. Ну, точнее, прямоугольник. Вы можете заметить границу остекления и непосредственно, где эта гигантская фигура. Раньше, повторюсь, все стекло было полностью матовое, тонировочка была прям шик. Но на некоторых планетах есть, скажем, сигналы из серии «Кладбище Анаконд» или что-то такое. Там есть анаконды. И там видно то, что за этим стеклом находится кресло. Вопрос, почему его закрыли таким квадратом? Но мы, собственно, залезем в него, вы не волнуйтесь, просто чуть подождите. Плюс, посмотрите, как сейчас выглядит анаконда. Примерно вот в это местечко. И вот в это местечко. Сейчас я кое-что сделаю, и это будет довольно быстро. Я просто-напросто подниму анаконду, вырублю щит и плюхну ее. Наверное, нужно еще, чтобы, ну прям, чтобы хорошо, так сказать, получили по корпусу. Наверное, будет достаточно, я думаю. Посмотрим. Нет, недостаточно. Текстурка еще здесь не пропала. Здесь тоже все в порядке. Давай-ка еще раз долбанем. И резко вниз. Да сколько же это раз нужно сделать? Хотя тогда корпус был ниже 50%, но все же... Давайте-ка еще раз. Заберемся повыше. И вниз. Здесь не раскурочено. Здесь не А, вот уже раскурочено. Обратите внимание, корабль видно насквозь. То есть дырдочка такая конкретная. Не напрягает? Меня, если честно, напрягает, потому что как бы, но это ненормально. Такого быть не должно. И вот из-за всего этого делалось то, что делалось на стриме, а дальше покажу. Теперь нам нужно попасть внутрь корабля. Два способа. Первый. Это подойти к стенке, включить внешнюю камеру. Если это не поможет, искать другое место. Если и это не поможет, то есть второй вариант, и для этого нужно будет взять ТРП, поставить ТРП на корабль, и чтобы ваш друг придавил ваше ТРП, чтобы вы проникли, так сказать, в текстуру корабля. И все это мы будем смотреть внешней камерой. Попробуем сначала все же простой вариант. Подходим к этому месту, где у нас типа шлюз, дверь, не знаю, как это правильно называется. Встаем, нажимаем Ctrl-Alt-пробел, включается внешняя камера. И да, мы пролезли. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Давайте-ка осмотрим внутренности анаконды. Здесь у нас, как вы можете заметить, все примерно то же самое, только текстурки немножко другие, детализация хуже, но все на своих местах. За исключением у нас тут находится ширма. Вот примерно в этом месте она у нас идет. Тут типа дверь находится и все остальное. Эта часть у нас уже имеется в нашем обычном корабле. Вот этой части мы не видим. Вообще. Далее. Тут находится черная, серая
текстура. Заходим в нее и оказываемся здесь. Как раз таки, где у нас находятся эти гермодвери, шлюзы, ну и так далее. Также мы можем спуститься вниз. И вот, обратите внимание. Та самая большая серая черная штука, которая просто находится под кораблем. И по идее, если интерьеры и будут сделаны, то они будут сделаны именно в границах этой штукенции. Но мы можем спуститься еще ниже. И увидеть следующее. Неплохо, да? Тут все, конечно, раскурочено немножко, но суть не в этом. Раскурочено, потому что, ну, корабль получил повреждения. Здесь видно наши движки, которые занимают определенное место, выделенное пространство под наши посадочные, причем везде, с каждой стороны, то есть уже заранее под них сделано место. Что вот это такое, я вообще не знаю. А, нет, подождите, это у нас места для первых слотов вооружения, которые находятся сзади внизу. Это, получается, вроде наш грузовой отсек, который мы открываем. А теперь, друзья, я покажу вам ангар для истребителя, который довольно очень хорошо проработан. Здесь находится наш истребитель. И как бы тут... проработка, просто мое почтение. Во-первых, тут гигантская дверь. Stand clear оставлять, типа, незаслоненным, чистым, но суть вы поняли. И как бы двери. Порт Airlock, различные панели, проработка добротная. Да, конечно, можно сказать то, что мы видим эту часть, когда запускаем истребитель, поэтому хорошо проработано, но все же смысл так хорошо прорабатывать, учитывая то, что фронтиры, ну, временами очень сильно лажают. А здесь прям, ну, все с иголочки. Даже механизмы выгрузки и погрузки также здесь проработаны. Вылезаем отсюда, и у анаконды какой прикол. Здесь есть большой такой пандус, который тоже типа stay clear и стрелочки, то что заезжайте. Которые, скорее всего, если будут сделаны интерьеры, либо введена большая наземная техника, будет спускаться вниз. Потому что что? Потому что сразу за ним находится большущий ангар, в котором мы только что были. И вот это большая площадка, которая находится под ним. Как бы основы, чтобы сделать все это дело, у фронтиров имеются. Вопрос лишь только в желании. И как бы, если это будет сделано, это будет просто, ну... это будет круто. И вот, да, опять, пожалуйста, наша посадочная. В носовой части у нас имеется 4-я пушка. Это, кстати, место под нее. 3-й пушки, пожалуйста, место под них. 2-е пушки, которые поставлены там чуть дальше. И, ну, дальше мы еще посмотрим. Здесь у нас находится наш гараж для ТРП, который тоже хорошо проработан. Потому что что? А потому что мы его видим. Но сейчас вы не видите. Но здесь находится дверка. Сейчас покажу. Залезу в ТРП, засуну его обратно и окажусь здесь. И да, еще одно интересное замечание. Если анаконда немножко раскурочена, мы можем видеть ее насквозь. Как бы, пожалуйста. Раньше, друзья, такого не было. Ну и, конечно, просто так нас сейчас не пустят. Довольно интересно. ТРП погрузил, эта штука закрыта, и вот, пожалуйста, дверь. Ну просто что это еще может быть? Проработка, опять-таки, очень-очень добротная. Но это еще не все. Давайте-ка отсюда вылезем и пройдем в носовую часть корабля. Ну, чуть дальше. Это у нас, кстати, 3-й оружейный слот. 2-е оружейные слоты. Ну и, собственно, то самое место, где у нас есть еще одно кресло с заделкой под интерфейс. Если смотреть снаружи, то, как бы, видите, да? Это квадрат, который все это дело закрывает. Раньше, повторюсь, я его не видел. И тут, конечно, у нас место под дверь, место под перила. Ребят, вам не кажется то, что это очень странно? И опять-таки, коридоры, которые мы видим снаружи, здесь тоже отображены. Вот они. И да, такие коридоры есть на всех больших кораблях, если что. У Анаконды это с этой стороны, еще внизу, если я верно помню. Сейчас давайте-ка немножко ускоримся.
Где-то здесь они еще вроде находятся. Блин, уже не помню. Но суть вы поняли. Задел под интерьеры кораблей имеется. Вопрос, будет ли и когда будет? Но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте-ка посмотрим другие корабли, потому что мало ли не только Анаконда имеет такие у нас дела. И да, как бы вот, пожалуйста, опять тот самый квадрат, который, ну, прямоугольник, который у нас идет еще и вниз. И вот так вот все это дело отображено. Довольно занятно. И опять-таки, кстати, смотрите, еще одна дверь, которая есть у Анаконды сбоку. Ну, тот же самый Airlock, через который мы просунули внешнюю камеру. Кстати, пока летим. Вот коридоры, которые я вам показывал изнутри. Эти коридоры, которые должны быть здесь как бы покорежены. И, ну, я сейчас починю корабль, вы их увидите. Вот теперь они как бы видны. Эти коридорчики. Ладно, давайте-ка возьмем уже, не знаю, корветы и другие корабли и посмотрим, что у нас будет с ними. Давайте-ка забуримся внутрь, подходим вот сюда. Это, если что, у нас, ну, под кабиной, можно сказать, находится данное место. Встаем в упор, Ctrl-Alt, пробел. Конечно, мы подпрыгиваем, но это не страшно. И смотрим. Опять-таки, кабина. Дверка. Непонятно, что дальше тут происходит. Видно орудийные гнезда 4-го размера 2 штуки. Спускаемся ниже, видим место под наши движки, под лендинг-пады опять-таки. Ой, лендинг-джиры, прошу прощения. Снова, опять-таки, ангар для истребителя. Хоть он тут и не установлен, как и на той Анаконде. Все то же самое. И эти же ворота, которые ведут непонятно куда, непонятно зачем. Поднимаемся выше, видим боковые пушки у нас имеются, те самые 2-го размера. Место под ТРПшечку, опять-таки лендинг-джир. Ну, как видите, места здесь, друзья, очень и очень много. Коридоры, которые видны снаружи. Орудийное гнездо 3-го размера. Снова коридор. Кстати, видно наши маневровые. Снова видны коридоры. Место в кораблях, друзья, просто вагон. Здесь реально можно разгуляться разработчикам. Но вопрос, будут ли они это делать, опять-таки. А я повторюсь, возможно. Но на стримах я говорил, сейчас скажу то же самое. Если фронтиры сделают все-таки, так сказать, интерьеры кораблей, это будет офигенная рекламная кампания для этой игры. Надеюсь, они это понимают, потому что что? Потому что Star Citizen, на разработку которой было влито, сколько там, 480? Ну, короче, $500 миллиарда не смогли выйти в релиз. Еще находится в альфа-тесте, а типа, если фронтиры сделают это дело здесь, то как бы новостные заголовки и бесплатная реклама этой игре будет обеспечена. Так что, друзья, ждем и надеемся. Давайте посмотрим еще парочку кораблей. Может быть, не знаю, Фердиландс, к примеру. Почему бы, собственно, и нет? Блин, места реально очень много. Очень. Просто очень. Секундочку, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на Бусти, либо обычные привычные для вас донатики, но это, мои дорогие, не обязательно, исключительно по желанию, а мы возвращаемся к теме видео. Без ТРП я смог пролезть в Фердиландс через заднюю часть, ну давайте-ка посмотрим, что у нас тут, собственно, происходит. Ну, его всеми любимая праворульная кабина. Да, но это и так мы все видели, все знаем. Вот, пожалуйста, дверочка, тут некий коридор. Пустота, конечно же, это его радиатор, если я верно помню. И, собственно, вот. Это у нас вроде бы для... Да, это для ТРПшечки.
Движки, непонятная пустота, где может быть совершенно все что угодно. Крылышки, лендинг-джиры наши любимые. Двигаемся дальше. 4-й орудийный слот. Кстати, он находится прям, получается, под кабиной. Думал, там есть смещение. Интересно. Идем дальше. Точно. 2-е орудийные слоты, которые выезжают по бокам. Вот штука, вот штука. Ну и вот по бокам. И вот что вот это такое, я вообще в душе не знаю. Но здесь, блин, есть дверь. Судя по всему, это как раз-таки... Да. Это, судя по всему, тот самый передний лендинг-джир, где мы поднимаемся по нему. На нем есть лестница, как бы. Вот она виднеется. Ну, когда вы выйдете, из корабля будет видно. И здесь есть коридор, где уже заранее стоит у нас дверь, которая будет вести нас, по идее, дальше по кораблю. Только непонятно как. Видимо, в обход этой 4-ки. Так что, в принципе, друзья, скрытая дверь в Фердилансе, это как бы уже, ну, можно сказать, намекает нам на то, что нас ждет в ближайшее время. Вопрос сколько? Вопрос, будет ли это DLC или это ведут так, не знаю. Интерьеры флотоносцев зачем-то нам вели. Хотя интерьеры флотоносцев как бы не вводят ничего нового нам для геймплея, кроме, скажем, как сдачу биологических образцов с планет. Надеюсь, когда интерьеры будут введены, а я уверен на 100%, что они будут введены, а они будут введены не просто так, и у нас будет какой-то пласт геймплея, связанный с этим. Было бы, конечно, забавно, если бы это было как в Sea of Thieves игра «Море воров», чтобы мы бегали, как там, с дощечками и закрывали пробоины. Но вот что меня удивило, так это реально вот этот скрытый коридор и скрытая, блин, дверь. Допустил максимально серьезную оплошность. У Фердиланса здесь нет ступенек. Ступеньки спереди у Крайта, потому что на Фердиланс мы заходим сзади. И еще больше вопросов касательно, а нафига там, собственно, находится дверь. Странно. Я залез в мамбу, и это было сложно. Но к ТРП не пришлось прибегать. В общем, у нее есть одно местечко, вот где у нее движки. Включаем внешнюю камеру и пролезаем. Кстати, вот ее двигатели, да, они действительно огромные. Они просто огроменные. Они наполовину длины всего корабля, и тут у нас наши лендинг-джиры находятся. Но ничего такого примечательного я пока что не вижу. Но вот то, что, блин, было на Фердинансе, меня вообще просто убило, потому что, как бы, ну, просто коридор с дверью. Ладно. Это у нас получается 3-й орудийный слот, это у нас 1-й орудийный слот. Собственно, с той стороны находятся точно такие же. Вход у нас, кстати, в этот корабль нифига не сзади, а спереди. Это наш 4-й орудийный слот, это, собственно, наше место под ТРПшечку. Опять-таки, дверка, здравствуйте. Выходим. В задней части тоже ничего особо примечательного, друзья, я не вижу. Но, может быть, что-то у нас будет спереди, фиг его знает. А вот кабина, кстати. Давайте посмотрим ее, потому что как бы она у нас двухъярусная, если даже не трех. Смотрите, первое. Это наше главное местечко, с которого мы все смотрим. Далее, оборачиваемся назад, видим еще одно пассажирское место. Вы его, кстати, видели, скорее всего. Но чего вы не видели? Это то, что находится внизу. Да, эту часть с лестницей мы тоже видели. Здравствуйте, это у нас дверь. Далее лесенка, панелечка, еще панелечка. И какое-то помещение. Я не знаю, что это. Лежанка здесь какая-то, либо что, но место здесь, мои дорогие, есть. Да, очень интересно. Идем вперед, и здесь уже, собственно, тупик корпуса. Но, обратите внимание, лесенка-то у мамбы спереди, как у Крайта. И здесь тоже имеется дверь. Давайте-ка попробуем пройти внутрь нее, может, что-нибудь увидим. Нет. Нет, увы и ах, ничего не увидим. А вот это вот что такое? Что это за прямая пластина? Неясно, непонятно. Но вот это меня прям порадовало. Учитывая то, что у нас находится дверь здесь, скорее всего, вход сюда будет именно с этой стороны. Блин, я вот знаете, что думаю? Может быть, посмотрим еще пару кораблей, а потом уже в дальнейшем
отснять мне видос, что ли, по поводу всех интерьеров кораблей и полазить, посмотреть во всех. Типа, видос будет на час, на полтора, скорее всего, но просто сейчас все это делать, не знаю. Не знаю, как лучше сделать. Эх, мамбочка. Ладно, давай за Крайтом пойдем, что ли. Там у нас есть кофеварка, барная стойка. Секундочку, прежде чем пойдем дальше, только я хотел выходить и кое-что еще заметил. Обратите внимание, второе место пилот, все ясно, все понятно. Дверка с лестницей. И как бы лестница тут продолжается. Ну вот, видно те самые направляющие, по которым будет идти та лестница. Офигеть. Ой, друзья, знали бы вы, в каких дырках я бывал за съемку этого видео. Короче, мы вот как-то где-то под крылом у Крайта МК-2. Блин, я пролез. Прекрасно, давайте-ка осмотримся. Так, ну и ясно, понятно, большие огромные движки. Опять большие огромные движки. Задняя, кстати, дверь, у которой дальше будет, судя по всему, продолжаться. Да, тут есть намек на продолжение, так сказать, пола. Но тут у нас сразу идет следом, конечно же, ангар для истребителя, потому что как бы, ну это Крайт МК-2, он возит на себе истребитель, ничего с этим не поделаешь. Далее, вторая часть. Движки опять-таки. Ну, пока ничего прям очень примечательного я не вижу. Но то, что было в Фердилансе и в Мамбе, меня просто удивило. Так, ну это наш ангар для ТРП, опять-таки. А вот здесь уже интересно, смотри. Это наша первая, ну, передняя стойка посадочная. На ней есть лестница. И здесь есть дверь. Только дверь идет прямо в... Ну, не штока, как это, в гидроцилиндр. Я не знаю, как это правильно назвать. Может, пневмоцилиндр, может, магнитный. Но суть такова, то, что вход у нас, судя по всему, будет здесь. И как бы тут у нас ограничение по потолку. Какая-то непонятная верхняя часть. А, нет, понятная верхняя часть. Это у нас... Третий слот под вооружение, что ли, я не пойму. Дайте-ка я сориентируюсь. Блин, как здесь мало места, как все плотно. Так, кабина, ясно, понятно, к кабине потом вернемся. Да, это наш третий слот под вооружение. Третий. А, нет, это не третий. Вот третий. И вон там два третьих получается. А вот это наши радиаторы охлаждения. И здесь у нас сразу же идет... наша кабина, где есть барная стойка, кстати, на которой стоит кофеварка, но здесь она не прорисована. Опять-таки, пожалуйста, кабина наша. Две двери, какая-то непонятная информация. Что-то похоже не на Крайт МК-2, больше на Фердиланс, ну да ладно. Так, это наши, получается, вторые орудийные слоты, которые стоят прямо перед кабиной. Но что-то я прям не вижу ничего такого вау, как было на предыдущих двух кораблях, к сожалению. Но все же имеем, что имеем. Лучше, чем ничего. Кстати, что вот здесь, я вообще в душе не знаю. А, это тот самый горб, который у него там имеется. Вот что это. Ну да, никаких потайных дверей тут нету. Может быть, найду что-нибудь еще, но это будет за кадром. Если найду, конечно же, покажу. А пока только так. Питончик. И как бы давайте-ка начнем с его кабины. Тут ну, ничего особо примечательного. Мы вроде все это видели. Тут у нас какой-то пуфик непонятный. Тут у нас, кстати, какая-то аптечка, что довольно интересно. Ну и, собственно, дверь. Тут еще, кстати, написано 1А. То есть двери еще будут подписаны, что ли. Типа... Ну, типа, да, наверное. Идем дальше. И как бы тут... пусто. Я ничего особо интересного тут не нашел, за исключением вот одного момента. Обратите внимание, вот, собственно, лендинг джир, по которому мы будем, типа, подниматься. И если у Крайта МК-2, у Крайта Фантома, у Мамбы здесь есть дверь, то здесь ее как бы и нету. Что странно. Ну, это наши орудийные слоты. Вторые, третий, второй, третий и, в принципе, все. Никаких дверей. Ничего такого интересного, как на Фердилансе, тут нету. Неясно. Неясно. Опять-таки, место для нашего ТРП. И да, кстати, на Фантоме я тоже ничего особо интересного не нашел.
На МК-2 там ангар, а у Фантома там просто-напросто пусто. Но все равно, как видите, друзья мои, места очень много. И я думаю, давайте-ка посмотрим, как вам зайдет этот видос. И после этого, если он зайдет вам сильно, и если вы захотите прям сильно, я сделаю обзор всех кораблей изнутри. Будем пытаться найти интерьеры, потому что мы не посмотрели катер, Type 10, клиперы, чифтейны и так далее, и так далее, и так далее. Кораблей у нас в игре как-никак много. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше, внимания, 8 сотен видео по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что контента в этой игре очень и очень много. Да и плюс новый контент будет водиться фронтирами, куда они денутся, да и много чего еще не рассмотрено. Так что много видосов будет. Уже много, будет еще. Плюс, будут и ссылочки на различные плейлисты по этой игре из серии обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торговые стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист против всех, где мы берем один корабль и выставляем его против остальных в PvP с игроками. И также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на Бусти, либо обычные привычные донатики. Но это, мои дорогие, исключительно по желанию и не обязательно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.